Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я покажу, как буквально за 1 час приготовить из одной основы 5 совершенно разных и по вкусу, и по виду десертов в стаканчиках со вкусами знаменитых, любимых миллионами тортов. Именно тортов, то есть чтобы облегчить труд любой хозяйки перед праздниками, без выпечки мы приготовим за 1 час по вкусу 5 совершенно разных тортов, просто в виде десертов в стаканчиках. Здесь в этом видео моей задачей не стояло показывать какие-то ПП-десерты или йогуртовые десерты с мюсли и ягодами в стаканчиках. Ни в коем случае. Здесь я показываю именно праздничные десерты со вкусами знаменитых, очень популярных тортов. По сути, можно сказать, что это трайфлы просто без выпечки. Здесь мы приготовим 5 совершенно разных вкусов. Это будет у нас грильяж в шоколаде, фисташка-малина, зимний такой вкус имбирный пряник-мандарин, клубника страчателла и рафаэлло. Итак, сначала я приготовлю фрукты. Я взяла здесь небольшую баночку консервированных мандаринов. Общий вес самих мандаринов 175 грамм. Слила на сито и отставила пока что в сторону. Свежую клубнику, примерно 200 грамм, я нарезаю мелким кубиком и отставляю пока что в сторону. То есть я показываю процесс, как он готовится. 24-30 штук печенья савоярди, оно у меня покупное, готовое, я нарезаю тоже кубиком. Вы же здесь можете использовать любое печенье, измельчив его, допустим, скалкой в пакете, либо же самим испечь савоярди. Это все как вам нравится. Савоярди очень хорошо, потому что савоярди имеет вкус классического бисквита, по сути. Сразу говорю, что здесь у меня очень большая порция на 15 стаканчиков. По 250 мл каждый стаканчик, поэтому озвучивать я буду большую порцию. 500 мл охлажденных сливок для взбивания, 500 грамм сыра маскарпоне, 24 грамма ванильного сахара, 200 грамм сахарной пудры и 400 грамм творожно-сливочного сыра. Взбиваю сейчас все это до устойчивых пиков. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Я здесь не советую заменять, допустим, творожно-сливочный сыр на творог, потому что здесь мы делаем в виде десерта в стаканчиках, по сути, 5 роскошных тортов, но не творожные десерты. Сейчас примерно 300 грамм от этой массы крема полученного я откладываю на украшение в отдельную миску. В оставшийся крем я добавляю еще 400 грамм сметаны. Сметана жирная, 30% жирности. Здесь я использую крем-фреш, но по сути это французская сметана, только очень жирная. Можно брать сметану жирностью от 20 до 30%, просто чтобы она не была кислой, чтобы она была свежая. Также я добавляю туда сейчас 150 грамм натурального йогурта, 3,5% жирности, чтобы немножко округлить весь этот вкус. Йогурт тоже не должен быть кислым, можете греческий йогурт взять, он еще лучше подойдет. Взбивала очень коротко, буквально просто до объединения всей этой массы. 350 грамм вот этой массы я откладываю сейчас на весах в отдельную миску. Добавляю туда щедрую столовую ложку фисташковой пасты и отставляю пока что в сторону. И потом я вам покажу, как посмотреть на консистенцию полученного крема. Потому что к основному крему добавки мы будем добавлять разные, и они по-разному загущают крем. Вот это вот здесь очень важно. В следующую миску я также откладываю 350 грамм основы. Вот эти 350 грамм основного крема идеально по пропорции рассчитаны на 3 стакана объемом 250 миллилитров. И добавляю туда сейчас 1 столовую ложку приправы для имбирных пряников. Вы же можете добавлять туда, допустим, столовую ложку корицы. Это все на ваше усмотрение. Можно чайную ложку корицы или приправы для пряников положить. Но знаю уже из многолетнего опыта и по тортам, и по вот таким десертам, то, что крем такой консистенции за пару часов, пока он постоит, он сильно приглушает вот такого рода приправы. Третья порция, тоже 350 грамм кремовой массы. Добавляю туда 25 грамм какао-порошка. Такая очень щедрая ложка у меня получилась. И добавляю туда сразу же 4 столовые ложки ультрапастеризованного молока. И все это я очень хорошо перемешиваю. Получается вот такой податливый крем. То, что мне и нужно. Пока я вымешивала вот эти массы, консистенция у пряного крема уже стабилизировалась. И я могу посмотреть, сколько молока мне туда добавить. Потому что для торта он был бы хорош, но для трайфла, для стаканчиков, он густоват. Вот эти пряности всегда очень стабилизируют любой крем. Я туда добавила также 4 столовые ложки молока. К фисташковому крему, так как он у меня, благодаря фисташковой пасте, не такой стабильный, я добавила только 1 столовую ложку молока. Это все зависит от тех продуктов, которые вы будете использовать. Фисташковая паста у меня здесь без примесей, то есть она не сладкая, это 100% фисташка.
В четвертую порцию крема также 350 грамм. Добавляю туда 3 столовые ложки молока, перемешиваю. И добавляю туда 50 грамм шоколадной крошки. Она у меня покупная, эта крошка. Вы же можете ее сделать сами, просто нарубив шоколад ножом. Пятый вид мы будем делать Рафаэлло. Также откладываю 350 грамм кремовой основы. Нарезаю сейчас 6 конфет Рафаэлло, вот так достаточно мелко ножом. Вы же можете аналоги конфет Рафаэлло использовать. Здесь это не принципиально важно. К основному крему добавляю 3 столовые ложки молока. Все это перемешиваю. Добавляю в крем 20 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваю, и кокосовая основа уже готова. Вот так быстро мы приготовили все 5 основ, и я уже начинаю сборку моих десертов. Беру сейчас 3 стаканчика. Дно я выстилаю кубиками печенья савоярди. Набираю в кондитерский мешок крем страчателло со вкусом итальянского мороженого, знаменитого страчателло, то есть ванильное мороженое и кусочки шоколада. Один из самых любимых видов мороженого в итальянских кафе всегда. После слоя савоярди идет крем, потом ягода. И вот здесь я намеренно в этом десерте оставила открытым как бы слой, следующий слой савоярди, потому что знаю уже из многолетнего опыта, особенно на таких крупных мероприятиях, люди, если они видят десерты в стаканчиках и не видят там бисквита, но в данном случае у нас это печенье выполняет функцию бисквита, они тогда, не видя этого бисквита, не берут этот десерт, им кажется, что это один крем и ягода. Поэтому для многих, если это большое мероприятие, и вы не можете уже объяснять каждому гостю, что там находится внутри, то лучше оставлять все-таки бисквит открытым. Будь то вот в виде печенья, потому что люди просто теряются. И поэтому здесь я как вариант оставляю бисквит открытым. В следующих будем уже по-другому делать, но здесь просто напоминаю, что зачастую человек не возьмет десерт, не видя там бисквита. Сейчас остатки крема равномерно распределяю на все 3 порции. И вы видите, как раз вот этой порции крема хватает идеально на 3 стаканчика 250 грамм. Ни больше, ни меньше. Если у вас нет кондитерских мешков, можно использовать просто мешки для заморозки продуктов. Посыпаю здесь также крошкой из шоколада. И, в принципе, уже клубничный десерт клубника страчателло у меня уже готов. Опять же, повторяю, у меня здесь крошка покупная. Вы же можете просто на терке шоколад натереть, либо же ножом его порубить мелко. Все на ваше усмотрение. Или посыпками, просто шоколадами посыпать. Теперь делаем вот этот пряный имбирный десерт. Десерт этот роскошнейший на вкус. Вот этот имбирный пряник, мандарин. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, если в вашей стране нет вот таких консервированных мандаринов, потому что они у нас продаются в каждом буквально супермаркете. Вы их можете сами карамелизировать, как это делается, огромное количество видео есть в интернете. То есть сварить, по сути, такой компот из мандаринов или апельсинов. Но там нужно будет кожицу очищать с них. Это неудобно, это долго. Поэтому вы можете просто сварить мандариновый курт или апельсиновый. Я вам ссылку оставлю в описании к данному видео. Этот курт можно приготовить заранее. У меня есть мандариновый торт роскошный на канале, и вы можете посмотреть, как это делается. То есть все это делается элементарно, просто и быстро. Но у кого есть возможность купить вот так мандарины или апельсины, вот такие вот консервированные, это очень хорошо. Вы можете также заменить это на персик или абрикос, если уже никак у вас нету, а уже в сам крем, плюс к этой имбирной приправе добавить также цедру апельсина или мандарина. Тогда будет тоже хорошо очень. Видите, как раз на 3 стакана вот порции крема это идеально хватает. Поэтому у меня здесь все рассчитано именно по граммам в этом рецепте. Если вы захотите, допустим, всего 5 стаканчиков сделать из этой порции, я понимаю, что не всем нужно так много. Вы просто можете в 3 раза меньше всех ингредиентов здесь брать. Я делаю для видео, чтобы вам уже наглядно показать, но пропорции здесь все идеальные, рассчитаны именно под стаканчики объемом 250 мл. Здесь я их беру и повыше, и потоньше, и пошире, и пониже, но все они 250 мл в объеме. Каждый десерт элементарно разравнивается вот такой чайной ложкой. То есть это все очень просто и быстро делается. Сейчас делаю третий вид десерта, Рафаэлло. Также на дно я выкладываю печенье савоярди, потом порция крема. В каждый стаканчик я на крем выкладываю 1/3 вот этих нарубленных конфет Рафаэлло. Их хорошо очень будет видно. Мелко сильно нарубать я их не советую, чтобы было все-таки кусочки Рафаэлло этого видно. И как видите, крем у меня ушел весь. То есть на 3 стакана вот эта порция крема идеально. Посыпаю просто кокосовой стружкой. И также у меня шикарный торт Рафаэлло в стакане уже готов. Без выпечки.
Я считаю, когда неожиданные гости, когда они сообщили за пару часов, что уже все приедут, и выставить на стол, но физически уже не успевает никто и ничего, то вот такие десерты, они очень-очень помогают. И уже такой роскошный ассортимент вкусов. Главное, чтобы были ингредиенты. Здесь делаю фисташка-малина. Любимый миллионами также торт, очень освежающий, очень нежный на вкус. Вы можете проварить здесь ягоду заранее, убрать в холодильник и просто потом использовать в качестве конфи. И из пакета, из кондитерского мешка просто это отсаживать. На 3 стаканчика у меня уйдет здесь в общей сложности 1 упаковка малины 125 грамм, свежей и для украшения, уже и для начинки. Вы же, я еще раз повторяю, можете заранее проварить 200 грамм малины и сделать конфи. Посыпаю здесь также рубленными фисташками. Вот эта рубленая фисташка, она очень дополняет вкус. Я очень советую ее использовать именно самого десерта. То есть она усиливает вкус фисташкового крема. Здесь 5-й вкус у меня будет грильяж в шоколаде. Можете делать просто орехи. Можете здесь нарубить любые ваши батончики, допустим, Сникерс или Марс, какие вам нравятся. Здесь я беру обычный миндальный крокант, 100 грамм мне понадобится. Как приготовить крокант, подробнейшее видео есть на моем канале. Ссылку на это видео я вам оставлю в описании. Это все на ваше усмотрение. Здесь любые орехи можете добавлять, любые батончики шоколадные с орехами измельчать. Допустим, Ферреро Роше вы можете делать. Я просто показываю, как самым быстрым способом готовить здесь именно грильяж в шоколаде. Сразу говорю, что грильяж долго не стоит, максимум 12 часов. И он начинает подтекать потом. Но кажется, что как будто это орехи в карамели, они все равно будут хрустеть, если хороший крокант. Но эти десерты, они все рассчитаны не на долгое хранение. Я надеюсь, что это уже и понятно. То есть заранее где-то с утра приготовили и вечером можно подавать. То есть не сутками их хранить заранее. Украшаю также я миндальным крокантом. Еще раз повторяю, если вы хотите, чтобы он дольше хранился, берите просто уже конфеты какие-то типа Сникерса или, допустим, Марс или Натс. Нарубайте ножом и простилайте вот этот крем и туда кусочки савоярди. И в зависимости от начинки, конечно же, в шоколадный крем можно добавлять и ромовый ароматизатор, и немножко коньяка, чтобы уже разнообразить вкус. И вкус будет очень богатым, праздничным тогда. Также посыпаю сейчас вот этот пряный десерт корицей. Вы можете вообще использовать в пряность только корицу и цедру туда можете добавлять. Украшаю этим кремом, который я оставляла для украшения. У меня осталось там буквально пару ложек столовых этого крема для украшения. И в принципе я израсходовала всю эту массу. Это из расчета порции на 250 мл. Объем этих стаканов 250 мл, чтобы вам сориентироваться. Какие-то у меня здесь повыше, более узкие, какие-то пониже, более широкие стаканы. То есть любые стаканы 250 мл подходят для этого количества ингредиентов. Насадка кондитерская у меня здесь небольшая, 8 мм открытая звездочка. Украшаю здесь имбирными пряниками в виде елочки, свежей клубникой, малиной, конфетами Рафаэлло и просто вафельными трубочками шоколадными. И все, в принципе, за час все мои десерты уже готовы. Главное, чтобы были заранее закуплены ингредиенты. И на столе у нас будет по вкусу 5 совершенно разных тортов. На любой вкус. Я считаю, что это очень быстро и очень практично. То есть даже если бы мы готовили торты без выпечки, мы так быстро их бы все равно не приготовили. Поэтому я считаю, что иногда и такой вариант десерта очень даже уместен. Вот так идеально он берется ложкой, этот десерт. То есть он не превращается там в кашу, он держит форму. И там видны слои, как в нормальном торте. Савоярди очень быстро пропитываются этим кремом, то есть заранее я их ничем ни в коем случае не пропитываю, они все пропитаются этим кремом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.